Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хотела бы вам предложить связать вот такой эффектный, очень интересный джемпер, выполненный ажурным узором с рельефным таким вертикальным направлением. Посмотрите внимательно, очень бросается в глаза этот узор, да, изделие получается очень красивым и приковывает взгляд. Обратите внимание, узор располагается зеркально от центра, как видите, да. Но там есть свои нюансы, о которых я буду сегодня подробно рассказывать в мастер-классе. Нюансы касаются расположения этого узора и так далее. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда в моем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц, схема, выкройка. Мы с вами попетельно рассчитаем это изделие. Я расскажу, как правильно расположить раппорты узора, ну и все остальные тонкости, которые всегда встречаются при расчете любого вязаного изделия. Итак, мои хорошие, сейчас мы посмотрим пряжу, которую я предлагаю. Для вязания ажурного джемпера, можно сказать водолазки, свитера, да, я выбрала пряжу Alize Lana Cotton. У нее очень хороший состав, дышащий такой, я бы его назвала. Значит, состав у нее, смотрите, девочки. Ну, во-первых, 50 грамм 160 метров. И вот состав внизу написан: 26% шерсть, 26 хлопок и 48 акрил. Средней толщины ниточка. Очень хорошо закручена, скрученность. Очень приятно вязать из нее. Спицы я использую 3,5. И вот так смотрится наш узор. Как видите, он у нас идет здесь в зеркальном виде, да, вот одна дорожка и вторая отзеркалена дорожка. Так будет выглядеть центр любой детали нашего изделия, что спинка, что перед, что рукав. Вот. И более подробно об этом будем говорить в сегодняшнем мастер-классе. Сейчас давайте рассмотрим схему. Схема узора выглядит вот таким образом. И, в общем-то, здесь, как видите, я рисовала от руки. И получилось у меня вот такое зеркальное схематичное изображение узора. То есть это один и тот же узор, только в зеркальном отображении. Вот он чертой разделен. Раппорт узор составляет 12 петель и 12 рядов. Мы будем с вами вот такой вязать образец. То есть будем пробовать и правую часть и левую часть вязать, да. Но, девочки, там получится так, что для 46 и меньше размеров у нас не получается расположить зеркально. 48-50 отлично, 8 раппортов умещается, а на маленький размер получается нечетное число раппортов, и расположить, например, 7 раппортов зеркально никак не получается. Здесь вариант какой? Либо вы берете по центру 6 раппортов, да, подряд по 12 петель, и тогда это зеркально вы делаете, располагаете, а справа и слева у вас идет изнаночная гладь, одинаковое количество петель. Ну, то есть вот один из таких вариантов я как бы рассматриваю еще, но по-другому никак не получается. Так, теперь по выкройке. Как всегда у нас выкройка. Вот такую выкройку я подобрала. Вот. И вот смотрите,
46 размер у нас с шириной спинки 50 сантиметров и 48-50 с шириной спинки 56 сантиметров идет. Вот такое у нас будет описание на эти размеры. Все, что больше, вы, пожалуйста, можете по аналогии сделать расчет самостоятельно. Там очень простые арифметические действия. И все очень легко и просто. Всего лишь несколько получается расчетов. Реально, девочки, посмотрите, после того, как мы с вами свяжем образец, пусть вас не пугает расчетная часть, там все довольно элементарно. С использованием плотности и сантиметров решается любой вопрос, девочки, по выкройке. Поэтому, пожалуйста, посмотрите внимательно. И мое, как всегда, описание, которое я выкладываю под видео. Вот так оно выглядит обычно. Здесь я размерчики расписала. Пряжу вы уже посмотрели. Всегда возникает вопрос по расходу пряжи. Я вам честно скажу, это будет цифра приблизительная. И 450-500 грамм приблизительно уйдет при таком метраже. У нас, видите, да, метраж в 50 грамм 160 метров. Спицы я буду использовать 3,5, прямые и круговые. Естественно, у нас у водолазочки, у этого джемпера идет такая высокая планка, сантиметров 10 в высоту. Плотность мы с вами определяем в процессе вязания. И я рассказываю параллельно, что такое вертикальная плотность, почему ее надо обязательно считать и применять на практике. Все вот это описание я сейчас зачитывать не стану. Вот здесь, видите, я подчеркиваю, внимание, расположить узор зеркально относительно центра каждой детали возможно только для четного числа раппортов. И в скобочках в нашем описании это 2 размер. Вот. Как располагаю я узоры, как я делаю предложения, все это идет у нас в процессе мастер-класса после того, как мы свяжем образец и определим плотность. То есть это конец видео, приблизительно минут 10-15 от конца, чтобы вам было легко сориентироваться. Да? Ну и, в общем-то, рукавчик здесь тоже своя особенность. Здесь тоже узор можно расположить либо зеркально, тогда 4 раппорта у нас умещается 48 петель ажурным узором, либо 3 раппорта, и они подряд друг за другом идут. То есть, понимаете, выбирайте либо правую часть вязать, либо левую часть вязать. Только так. Ну и, в общем, по сборке я уже вам говорила, что планочка у нас около 10 сантиметров, 24 ряда в высоту. На круговые спицы петельки мы будем не закрывать петли по горловине, а откладывать их. Затем собираете на единые круговые спицы все это дело и в круговую вяжете узор. Продолжая то, что у вас было по спинке и переду. Именно продолжая узор, а не возобновляя его вновь. Да? Так, это особенность обязательно не забудьте, чтобы узор у вас продолжался на эту планку высокую. Все, мои хорошие, давайте сейчас начнем с вами вязать нашу схему. По которой мы будем сегодня с вами вязать, выглядит вот таким образом. Она условно разделена на 2 части. Я объясню почему. На самом деле нас будет интересовать и та, и другая часть, только эта часть является зеркальной противоположностью этой части. Да? То есть это одна и та же схема, повернутая зеркально. И также вяжется джемпер. То есть половина ровно по центру проходит такая незримая как бы полоса, да, и наши вот так в зеркальном отображении первая часть спинки и переда вяжется вот по этой схеме, вторая часть будет зеркально отображена. В узоре это вот так отражается. Я уже связала 2 раппорта в высоту, девочки. Вот видите, да? Это один и тот же узор, но зеркально повернутый.
И мы с вами сейчас приступаем к вязанию этой схемы. Смотрите, для образца набираем 26 петель, будем вязать 2 раппорта, один для этой части, второй для зеркального отображения. И, в общем-то, вы потренируетесь, поймете. Еще особенность этого узора такова, что у нас с вами здесь как бы тоже наоборот. Все нечетные ряды являются изнаночными, а четные лицевыми. То есть, по сути, лицо выглядит вот так. Вернее, по сути, лицевой, вот эти нечетные ряды у нас вот так выглядят. То есть, это изнанка. А четные ряды выглядят вот так. Поэтому сейчас мы вяжем с вами изнаночный ряд 1. 26 петель набрали, приступаем к вязанию. Первый ряд 3 лицевые, 6 изнаночных, 3, 6 изнаночных и 3 лицевые. Раз, два, три. Связали первую половину узора. Вяжем второй раппорт в зеркальном отображении. 3 лицевые, 6 изнаночных, раз, два, 3, 4, 5, 6 и 3 лицевые. Раз, два, 3. Кромочную вяжем изнаночной. Связали. Теперь вяжем второй ряд. Второй ряд схемы у нас читается наоборот, слева направо. То есть не справа налево, как мы привыкли, а все четные ряды будут вязаться. Схема читается вот так, слева. Итак, вяжем 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, раз, два, 3, 4 и 3 изнаночные. Связали один раппорт, второй раппорт вяжем 3 изнаночные, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я петельки буду менять местами, потому что я вяжу бабушкины петельки. У меня первая петля за работой, вторую поверх нее накидываю, вяжу 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид и 3 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. Итак, следующий у нас идет третий ряд. Третий ряд. Он у нас получается нечетный ряд и получается изнаночный. 3 лицевые, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за передние стенки и 3 изнаночные, 3 лицевые. Связали первый раппорт. Второй раппорт вяжем 3 лицевые, 3 изнаночные, 2 вместе изнаночные за задние стенки. За задние стенки. Связали. И изнаночные. Далее вяжем накид и 3 лицевые. Кромочная, изнаночная. Вяжем четный четвертый ряд. 3 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и 3 изнаночные. Связали один раппорт. Второй раппорт вяжем 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 3 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночной.
Вяжем 5-й ряд. Три лицевые, накид, 3 изнаночные. Дальше 2 вместе изнаночные за передней стенки. Изнаночная, 3 лицевые. Первый раппорт связали, вяжем второй раппорт. 3 лицевые, 2 изнаночные. Далее вяжем 2 вместе изнаночные за задние стеночки, 3 изнаночные, накид, 3 лицевые. Кромочную вяжем изнаночной. Вяжем 6-й ряд четный, и это у нас получается лицевая сторона. 3 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные. Связали. Вяжем второй раппорт. 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, накид и 3 изнаночные. Седьмой ряд вяжем. Первый раппорт вяжем 3 лицевые, 6 изнаночных, 3 лицевые. Второй раппорт вяжем 3 лицевые, 6 изнаночных, 3 лицевые. Кромочная, изнаночная. Теперь у нас 8-й ряд. Вяжем схему, не забывайте, схему вот так читаем в четных рядах. 3 изнаночные, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные. Связали 1 раппорт. Второй раппорт вяжем 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 3 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Девятый ряд получается изнаночный по полотну. Вяжем следующим образом. Первый раппорт 3 лицевые, 3 изнаночные. Затем вяжем 2 вместе изнаночные за заднюю стеночку, изнаночная, накид и 3 лицевые. Связали первый раппорт, второй раппорт вяжем 3 лицевые, накид, изнаночная, 2 вместе изнаночные за переднюю стеночку, 3 изнаночные и 3 лицевые. Кромочный вяжем изнаночный. Десятый ряд у нас с вами. Схему вот так читаем слева направо. 3 изнаночные, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид и 3 изнаночные.
Связали. Следующий раппорт вяжем. 3 изнаночные, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые и 3 изнаночные. Кромочные, изнаночные вяжем. У нас 11 ряд, получается изнаночный. Вяжем 3 лицевые, изнаночная, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, 3 изнаночные, накид и 3 лицевые. Следующий раппорт вяжем 3 лицевые, накид, 3 изнаночные, затем 2 вместе изнаночные за переднюю стенку, изнаночная и 3 лицевые, кромочные, изнаночные. И последний ряд раппорта у нас 12. Схема слева направо читаем и вяжем. Первый раппорт у нас идет 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 изнаночные, накид и 3 изнаночные. Связали. Второй раппорт вяжем 3 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 изнаночные. Кромочную вяжем изнаночные. Связали полностью с вами раппорт узора. И это у нас получилось. Это у нас четная сторона, а это, скажем так, нечетная сторона. И вот так выглядит изнанка нашего узора. И наоборот, вот так выглядит лицо. Так, сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку и узнать плотность нашего полотна. Делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром. Сейчас наш образец стал влажным, податливым. Давайте его растянем в разные стороны энергично. И пусть посохнет наша красота. Делаем замеры. Сейчас мы будем ширину и высоту определять. Итак, у меня получается ширина 14 сантиметров. И считаем, 26 петель набирали, поделим на 14 сантиметров, будет у нас с вами 1,85, скажем так. Так и запишем, что в 1 сантиметре 1,85 петель умещается. Теперь по вертикали. По вертикали у меня связано 3 раппорта, девочки. Я не знаю, как у вас связано, но 3 раппорта по 12 рядов, это будет 36 рядов, да? И давайте замеряем в сантиметрах. 14,5 сантиметра у меня, и это будет таким образом: 36 рядов на 14,5 сантиметров, получается 2,48. Я думаю, округлим до 2,5. В 1 сантиметре 2,5 ряда, девочки, это ряд. Это уже вертикальная плотность в рядах. И все. Сейчас нам понадобится выкройка для дальнейшей работы. Будем делать более детальные расчеты. Я подобрала вот такую выкройку. И давайте с вами сделаем расчеты. Значит, у нас начинается с того, что мы будем определять, сколько петель нам по низу и по переду набирать, да? И в дальнейшем, как распределить раппорты узора на тот или иной размер. Давайте сейчас, вот у нас половинчатый размер 25, да?
то есть это 50 сантиметров по спинке. Умножаем на нашу плотность, которую мы с вами посчитали только что, 1,85, да? Умножаем на 1,85, получаем вот 92 петли я написала. Должно быть четное число, потому что раппорт у нас четное число 12. Так, хорошо. Дальше записали. Второй размер у нас 28 умножить на 2. По спинке 56 сантиметров и на плотность 1,85 умножили. Получаем 104 я написала, девочки, чтобы было четное число. Так, 104 петли. Отлично. Теперь распределяем узоры. Обычно я рисую схематически, как это сделать. Значит, я наши петельки, такой пока черновой вариант, 92 петли делю на число петель в раппорте. Их 12 петель. Ой, господи. 92 поделить на 12. Будет, девочки, 7 целых раппортов. Берем целое число. 7 раппортов. Так, отлично. Берем 7 раппортов. Рисуем вот так схематично. Представьте, что это ваш наборный ряд. Рисуем 7 раппортов. Итак, сразу обращаю ваше внимание, что в данной ситуации, когда у нас нечетное число раппортов 7, сделать зеркальное вот такое отображение узоров, когда по центру условно идет у нас черта, и как мы с вами вязали зеркально вправо, зеркально влево, должно быть четное число раппортов. И это возможно только для нашего второго размера на 48-50, да, то есть тут вот у нас будет 8 раппортов, забегая вперед, говорю. Здесь 7 раппортов, поэтому, девочки, я не думаю, что от красота нашего узора, нашего свитера будет испорчена, если вы сделаете этот раппорт в одном направлении. То есть не в зеркальном, да, не по центру зеркалить, а просто в одном направлении вот такие рельефные ажурные дорожки будут отлично смотреться, 7 раппортов друг за другом, да? Понимаете мою мысль? То есть 7 раппортов либо вот такого, либо вот такого, вот такой схемы. Либо такой узор мы берем, либо такой. 7 раппортов. Я подчеркиваю этот момент обязательно, иначе зеркально не получится 7 раппортов распределить. Так, с этим разобрались. Но, опять-таки, обращаю ваше внимание, 12 умножить на 7, это будет 84 петли задействовано. Ну, хорошо, у нас есть еще кромочная, то есть это еще добавляется 2 петли, плюс 2. 86 задействовано, а нам надо, чтобы было 92 петли. И нам не хватает из 92 отнять 86, нам не хватает 6 петель. И я предлагаю решить проблему нехватки петель с помощью вот этих вот 3 петель, которые у нас идут в начале каждого раппорта и в конце. Да? То есть берем 3 петли лицевой глади. Все, 3 петли лицевой глади. Но они у нас с вами будут с изнаночной стороны изнаночными петельками, видите? Изнаночные петельки просто, да? То есть я пишу, если мы рассматриваем с вами, что вот это у нас лицевая сторона, четные ряды, да, то я буду писать 3 изнаночные. Справа и 3 изнаночные слева мы добавляем. И в итоге у нас с вами получается в сумме 92 петли. Вот я это все нарисовала вам, да, 92 петли. Теперь по второму размеру здесь у нас четко выслеживается 8 раппортов. Смотрите, 104 петли поделить на 12 число петель в раппорте, 8 раппортов. Отлично уместилось, да? Вот здесь как раз этот вариант с зеркальностью узора вполне можно применить. Будет красиво смотреться. Так. Я не буду уж это все дело рисовать, ну хотя давайте нарисую для наглядности. Представьте, что это у вас наборный ряд, и идут раппорты друг за другом. 1, 2, 3, 4, да? Вот здесь у вас условная будет черта идти. И уже в зеркально идут еще 4 раппорта. 1, 2, 3, 4. По 12 петель. Вот так. Опять у нас там
получается кромочная, да, справа-слева, кромочная справа-слева. Вот, и здесь надо тоже добавить петельки. Решаю таким же способом. Не будет не хватать нам опять 6 петель. Смотрите, 12 умножить на 8 раппортов, 96 петель, надо 104. Из 104 отнять 98, получаем 6 петель. Также решаем, да, этот вопрос. 3 изнаночные справа, 3 изнаночные слева. По схеме это вот эти петли. Еще 3 петли, вот таких. Справа и будет слева, да? Отлично. Решили этот вопрос. Вот такой вот момент. То есть здесь в зеркальном отображении, повторюсь, не получится. Просто друг за другом. Это не будет, это будет все равно красиво и очень эффектно смотреться. Кашу маслом не испортить. Когда красивый узор, он всегда будет красивый. Давайте теперь более детально пройдемся по вырезу горловины, плечам и пройме. Ну, начнем с проймы. 5 сантиметров глубина у нас проймы. И мы с вами 5 умножаем на нашу плотность. 5 умножаем на плотность 1,85 и получаем 9 петель. Записываем 9 петель. У нас будет пройма закрываться. Дальше. Вырез горловины 11 сантиметров, половинчатый размер, то есть 22 сантиметра. Вырез горловины в ширину умножаем на нашу плотность 1,85 и получаем 40 петель. Не стала я округлять, поскольку у нас везде четное число петель. Надо, чтобы в горловине тоже было четное число 40. Так, и теперь плечо. Плечо посчитаем методом вычитания. 92 петли наши общие, наборные. Отнимаем горловину 40 и 2 проймы по 9 петель, это 18 петель. Получаем 34 петли, придется на плечо. Делим 34 на 2, получаем 17 петель на каждое плечо. Это был первый размер. Второй размер, девочки, у нас то же самое. 104 петли. Отнимаем горловина 40. Отнимаем 18 петель пройма и получаем 46 петель. На плечи у нас 2 плеча, на каждое плечо по 23 петли. Отлично, записали. Идем к рукавчику. У нас здесь никаких планок ни по низу, ни по спинке, ни по переду, ни по рукаву нет. У нас сразу идет ажурный узор. Поэтому здесь сразу можно определиться, сколько будет внизу целое число раппортов. У меня получилось 38 умножить 38 поделить на 12. 3 раппорта. Тоже, видите, зеркалить не получится. 3 раппорта и получается 2 кромочные с двух сторон. Итого 36 плюс 2 будет 38 петель. Конечно, вы можете сделать более широкую, да, вот эту часть, и сделать 4 раппорта, пожалуйста, на ваше усмотрение. И тогда у вас в наборном ряду по краю рукава 4 на 12 будет сразу 48 петель и 2 кромочные 50 петель. То есть 38 или 50 петель, девочки, набираете. Если вы хотите, чтобы у вас было зеркальное вот это расположение узоров по центру рукава, то делайте 50 петель. Если считаете, что здесь все-таки должно быть заужено, ну не то что заужено, а нормально по нашему по кисти, то делайте 38 петель. То есть здесь уже вам надо принять решение. Я буду 38 писать в своем описании с 3 раппортами. Так. И повторюсь, зеркалить здесь не получается, если 3 раппорта. Так, далее, смотрите. Сейчас нам надо определить, сколько петель у нас будет в самой широкой части до оката, вот здесь, и посчитать скос рукава. Для этого вот эту ширину мы также умножаем на плотность. Смотрите, 17,5 это половинчатый размер умножить на 2, 35 петель. Ой, 35 сантиметров самая широкая часть рукава. Умножить на 1,85 плотность. Получается, девочки, 64 петли. Не округляю, потому что нужно, чтобы было четное число.
Так, и вторая также ситуация. 20 умножить на 2 и на плотность 1,85 получим с вами 74 петли. Теперь далее определить надо, сколько всего петель нам надо будет прибавлять. Значит, для этого из большего числа 64 отнимем низ рукава 38 и получим 26 петель всего. И поскольку у нас два скоса будут одновременно равномерно делаться прибавки, мы поделим на 2. То есть с каждого скоса, по каждому скосу по 13 петель надо прибавить. И теперь надо узнать, через какое расстояние это сделать. Для этого нам понадобится наша вертикальная плотность. Давайте сейчас по второму размеру тоже посчитаем. 74 отнять 38. Ой, 38. 74 отнять 38 будет 36 петель. И поделим на 2. 18 петель надо по каждому скосу прибавить. Записала я это уже. Вертикальная плотность, мы с вами считали, она у нас составляет в 1 сантиметре 2,5 ряда. И мы с вами должны определить наш скос в рядах. Вот сейчас это 49,5 в сантиметрах. Умножаем сантиметр на плотность. То есть 49,5 сантиметров умножаем на нашу расчетную плотность 2,5. Получаем с вами 120, я вот здесь округлю, 124 ряда. 124 ряда. Это будет вязаться от начала вязания до оката рукава наш скос. На всем этом расстоянии будет делаться прибавка. Она должна быть равномерной. Поэтому 124 мы поделим на 13 в начале петель и получим вот такое число. Что делать? Видите, нечетно получилось ни 9, ни 10. Как быть? В таком случае это решается следующим образом. Берем с вами, значит, чередуем в каждом 9 и 10 ряду прибавки. То есть вот эти 13 петель мы будем прибавлять с вами, чередуя. То в 9 ряду прибавку сделали, то в 10. И так до конца, до самого оката. Теперь второй расчет. 124 делим на 18 петель для второго размера. Опять получается вот такая вот ерунда. 6 и 8. То есть не 6, не 7. Да? Ну, тоже считаю, что надо также почередовать нам в каждом 6 и 7 ряду. Вот так это делается. Сейчас я вам все это рассказала, девочки, для примера, поскольку здесь, как уже я вам говорила, два возможных варианта. Либо 50 петель четное число и зеркалим, да, либо 38 петель и ничего не зеркалим, вяжем друг за другом раппорты. Берем какой-то один из вариантов узора, либо такой, без разницы. Так, с этим тоже определились. И про вертикальную плотность хотела бы вам что я сказать. Вертикальная плотность, нельзя ее игнорировать, поскольку у нас с вами часто случается такая ошибка, мы не учитываем ее, когда вяжем, меряем в сантиметрах изделия, а потом, когда постираем, получается, что изделие сильно вытянулось. Да? Чтобы это исключить, люди считают вертикальную плотность, вязальщицы. Вот смотрите, предположим, у нас от начала вязания до проймы вот размер стоит 38,5. И в моем описании я всегда пишу 38,5 я умножаю на нашу вертикальную плотность 2,5. И пишу это все дело в рядах. То есть я пишу 38,5 сантиметров равно 96 рядов. Вот так. Аналогично поступайте с любым вертикальным размером. Все нужно измерять в рядах. Вот, например, от начала вязания до горловины переда у нас 54 стоит размер. Я также умножила его на вертикальную плотность 2,5 и перевела эту величину в ряды. И буду вязать 135 рядов до горловины. Только после этого начну формировать эту горловину. Все это я, девочки, укажу в своем описании. Так, если вас интересует распределение узоров на
другой какой-то размер. Например, я не рассмотрела 44 размер, да, то здесь, девочки, возможно какой вариант. Либо, если вы в четное число укладываетесь, берете, зеркалите, да, узор, как вот у нас было при 104 петельках, да, 104 петли. Либо вы не зеркалите, и у вас будет вот так выглядеть в одном направлении все наши ажурные полосы идти. Так что вот здесь такой нюанс, который надо обязательно рассчитывать и учитывать. А посчитать количество петель и все эти расчеты, просто ставите свои мерки на выкройке и также пересчитывайте по аналогии, и все. Здесь тоже, в принципе, простые арифметические действия, я думаю, вы справитесь. Что касается оката рукава, я его никогда не расписываю, но это такой тонкий момент, девочки, что я как бы уже практически вяжу сама, да, но всегда в детстве рисовала выкройку. И по выкройке вот так вязала, в натуральную величину выкройку, и вязала этот окат, да, повторяя очертания. Прикладывала каждый раз и сверялась. Так, вот смотрю, приблизительно надо 2 петли убавить. Хорошо, закрываю 2 петли и так далее. Вот так это было. Есть специальные формулы для расчетов. И я вам дам ссылочку на статью в своих одноклассниках под видео, посмотрите. Вообще все описание, конечно же, будет под видео выложено. Поэтому, мои хорошие, на этом я заканчиваю свой мастер-класс. Желаю вам успехов и до новых встреч!